Дорогие друзья, приглашаю вас вязать вот такой красивый мотив. Мы с вами будем вязать на нашем мастер-классе шаг за шагом. Если вы продвинутая рукодельница и хотите создать полотно, допустим, скатерть, или полотно, и из этого полотна уже сделать, допустим, кардиган или какую-то кофточку, то я в уроке даю схемы выполнение и мотива, и соединение, расположение этих мотивов, но у меня непосредственно выполнена скатерть. Вы выбираете, выполняете ли вы салфеточку или скатерть. Большое спасибо, что вяжете вместе со мной. Пишите в комментариях, где вы используете данный мотив. И чем он удобен и красив, я на протяжении всего урока буду повторяться, что вы на каждом этапе, на определенном этапе выполнения можете остановиться, выполнить только серединку или дойти до определенного ряда, и у вас все равно получится красивая и нежная салфеточка. Приступим. Для работы я использую крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Обращаю ваше внимание, что вы можете взять любую пряжу. Пряжа не должна деформироваться, если вы делаете большие изделия, трудоемкие. И я предлагаю взять вам, допустим, хлопок мерсеризированный, более тонкий, или немножко другой толщины. У вас подобрать под него крючок, и у вас получится великолепное изделие. Начинаем выполнение нашего мотива с 6 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводим крючок в первую воздушную петелечку и выполняем соединительную. Колечко готово. И далее мы начинаем выполнять столбики с накидом. Один столбик у нас заменяет 3 воздушные петелечки подъема. Далее у нас идет 2 петли арки. Накид на крючок. Я ввожу крючок в колечко. Смотрите, буду ниточку ввязывать по мере вязания. И выполняю столбик с накидом. Далее 2 воздушные, накид и столбик с накидом. Опять 2 воздушные, накид и столбик с накидом. Всего у меня должно получиться 11 таких столбиков. 12 столбик с накидом у меня заменяют петли подъема. Я выполнила 11 столбиков с накидом. Далее выполнила арочку из 2 воздушных и завершаю выполнение моего кругового ряда. 1, 2, 3. Ввожу крючок в 3-ю воздушную петлю подъема, выполняю соединительную. Первый ряд у меня готов, и я могу приступить к выполнению второго ряда моего узора. Я смотрите, арочку ввожу крючок и выполняю соединительную. Далее очень внимательно я выполняю 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее 2 накида на крючок, и под эту же арку я выполняю столбик с 2 накидами. У нас с вами второй ряд будет из столбиков с 2 накидами. Далее 2 воздушные, 2 накида на крючок, и под следующую арочку 2 столбика с 2 накидами. Все очень просто. Кто хорошо читает схемки, можете по схеме выполнять. А те, кто сомневаются, можете повторять за мной. 2 накида, под арочку ввожу крючок и столбик с 2 накидами и столбик с 2 накидами. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение моего второго ряда очень внимательно. Обязательно себя проверьте, у вас должно получиться 12 таких
12 по 2 столбика. Я выполнила 2 воздушные и смотрите, ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю воздушную петлю подъема. Выполняю соединительную. Мой круговой ряд второй завершен, и я могу приступить к выполнению 3-го ряда. Для этого я ввожу крючок в вершинку следующего столбика, выполняю соединительную. И под арочку выполняю соединительную. Вот таким образом. Далее я выполняю 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее я выполняю 4 воздушные петли арки. Очень внимательно. 1, 2, 3, 4. Далее 2 накида на крючок. Под арочку ввожу крючок и выполняю столбик с 2 накидами. У меня один столбик заменяют петли подъема. Далее я выполняю 2 воздушные. 1, 2, 2 накида. Под арку ввожу крючок, столбик с 2 накидами. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Под арку ввожу крючок, столбик с 2 накидами. И так я вяжу до конца моего ряда. Далее у меня будет 2 воздушные, столбик с 2 накидами, арочка из 4. То есть так я выполняю до конца моего ряда. Завершу я выполнение ряда вместе с вами. Я завершаю выполнение 3-го ряда. Смотрите, я выполнила 2 воздушные и ввожу крючок в 4-ю петлю подъема. 1, 2, 3, 4. И выполняю соединительную. Мой 3-й круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению 4-го. Вот такая нежная серединочка у нас получается. Все очень просто. И, значит, смотрите, 4-й ряд я выполняю соединительную под арку. И 1, 2, 3, 4 петли подъема. Далее 2 накида на крючок, под арочку выполняю столбик с 2 накидами. Выполнили. Далее очень внимательно. Арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И под эту же арку я буду выполнять 2 столбика с 2 накидами. 1 столбик с 2 накидами и 2. Выполнили. Далее очень внимательно. 1 воздушная, 2 накида, и я под следующую мою арочку из 4 воздушных выполняю 2 столбика с 2 накидами. Вот таким образом. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 столбика с 2 накидами. Ну, то есть все очень просто. И ажурно будет получаться у нас с вами красиво, нежненько. 1. И 2 столбик с 2 накидами. Вот таким образом. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение 4-го кругового ряда. После воздушной петли я ввожу крючок в 4-ю петлю подъема и выполняю соединительную. Мой круговой 4-й ряд завершен. Вот такая нежность и красота у меня получается. И я могу приступить к выполнению следующего 5-го ряда. Для этого я перехожу к началу ряда, ввожу крючок в вершинку, соединительно, и под арку выполняю соединительную. И начинаю выполнение с 3 воздушных петель подъема. 3 петелечки у меня заменяют 1 столбик.
И под арку я буду вязать 12 столбиков с накидом. Всего их должно быть 13, но воздушные петли заменяют один столбик. Сейчас я выполняю 12. Раз, считаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 столбик с одним накидом. Столбики плотно прижимаем друг к другу. И теперь смотрите, под воздушную петлю я выполняю столбик без накида. И под следующую арочку 13 столбиков с одним накидом. И так я выполняю под каждую арочку 13 столбиков. Я начну выполнять, вы продолжите самостоятельно. Раз, два, 3, 4, 5 и так далее, пока у нас не будет 13 столбиков. Я повторюсь, под каждую арочку мы выполняем 13 столбиков без накида. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего 5-го ряда кругового. После столбика без накида я ввожу крючок и выполняю соединительную. Мою третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Вот такая красота у меня получается. Нежный ажурный мотив. И я могу приступить к выполнению следующего 6-го ряда. Вяжется он тоже очень просто. Что мы делаем? Нам надо выполнить столбик без накида в центральный столбик. У нас один столбик заменяет петли подъема. Далее я аккуратненько соединительными прохожу к центру. Это у меня 2-я вершинка условно будет, да? Далее 3-я, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я. Вот таким образом. Далее я выполняю одну воздушную петелечку подъема, которая заменяет столбик без накида. И у меня теперь арочка из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И опять же я буду провязывать столбик без накида в центральный столбик. Отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это 7-й. Просто внимательно считайте. Вот таким образом. Давайте еще выполним. Арочка из 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7-й столбик, вершинку, столбик без накида. Так я буду выполнять до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я выполнила арочку из 9 воздушных петель и завершаю выполнение нашего 6-го ряда. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку подъема, которую выполнена в начале ряда, и выполняю соединительную. С 6-й круговой мой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего ряда. Смотрите, следующий ряд у меня будет тоже сформирован из столбиков с 2 накидами. Я выполняю 1, 2, 3, 4 воздушные петли подъема. Далее арочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок, и я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема, откуда начинала работу. Вот таким образом я выполнила столбик с 2 накидами. Далее у меня 2 воздушные, 2 накида на крючок. И смотрите, у меня арочка из 9.
И я в центральную петелечку. Это значит, у меня получается, отсчитываем с вами 1, 2, 3, 4, 5 петля. И с этой стороны 1, 2, 3, 4, 5. Вот она 5. Я ввожу крючок, то есть центральная петелечка в арке. Столбик с 2 накидами. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Сюда же столбик с 2 накидами. Обязательно мы провязываем воздушную петлю, потому что если провяжем под арку, у нас вот не получится строгого уголка вот такого. Далее 2 воздушные, 2 накида на крючок, и теперь у меня столбик без накида. Его вершинку я провязываю. Первый столбик с 2 накидами, арочка из 4. 1, 2, 3, 4 и столбик с 2 накидами. И смотрите, так я выполняю до конца моего ряда. 2 воздушные, 2 накида, отсчитываю 1, 2, 3, 4 в 5 и выполняю столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, столбик с 2 накидами и так далее. Завершу выполнение ряда вместе с вами. Я завершаю, смотрите, вот такая у меня ажурная красота. Я завершаю выполнение 7 ряда. После 2 воздушных я ввожу крючок 1, 2, 3 в 4 воздушную петлю подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению следующего 8 ряда. Тоже вяжется достаточно просто. Что мы с вами делаем? Мы вводим крючок под арочку и выполняем соединительную. И теперь выполняем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Далее 2 накида на крючок и под арку я выполняю столбик с 2 накидами. Выполнили. Далее у меня арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. 2 накида и под эту же арочку я выполняю 2 столбика с 2 накидами. Первый столбик, 2 накида и второй. Выполнили. Далее у меня 1 воздушная, 2 накида и под следующую арочку из 4 я выполняю то же самое. То есть 2 столбика с 2 накидами, арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5 и 2 столбика с 2 накидами. Первый столбик и второй. Далее воздушная и все повторяем так до конца нашего ряда. И прежде чем продолжить, дорогие друзья, я хочу показать, какая нежность и красота у нас с вами получается, видите? Вот такой мотив, очень самодостаточный, даже если вы просто сделаете вот такую красивую салфеточку. А мы продолжим. Я завершаю выполнение 8 кругового ряда. И после воздушной петелечки я ввожу крючок в 4 петлю подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего ряда. Смотрите, следующий ряд будет точно такой, который мы выполняли вот здесь вот с вами. То есть, что мы делаем? Мы с вами под вершинку столбика выполняем соединительную, переходим к началу ряда. Далее под арочку выполняем соединительную и 3 воздушные петелечки подъема. 1, 2,
3. И теперь под арку будем вязать. Всего нам нужно 13 столбиков с накидом. Один столбик у нас с вами готов. Наши петли подъема заменяют один столбик. И теперь выполняем 12. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 наших столбиков мы выполнили. 13 столбик, напомню, это петли подъема. Я еще раз пересчитываю все вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мы выполнили все верно. Далее я выполняю столбик без накида под воздушную. И под следующую арочку выполняю 13 столбиков с одним накидом. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. И так будете вязать до конца ряда. Я завершу выполнение ряда вместе с вами. 2, 3, 4, 5 и так далее. Мы с вами завершим вместе выполнение кругового ряда, а перед этим, смотрите, я хочу показать, что у нас получается. Вот такая нежность у нас получается, очень такая ажурная, красивая получается салфеточка, ну или мотив. Все зависит от того, будете ли вы выполнять просто салфетку или скатерть. И на что я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, вы можете остановиться буквально на любом этапе работы. Я сейчас так положу на ручку. Смотрите, вы можете выполнить только вот центральную часть, да, и уже будет красиво и закончено смотреться. Можете выполнить до вот этапа, на котором мы сейчас с вами остановились, да, завершить этот ряд, и тоже получится очень интересная и красивая салфеточка. Вот, допустим, выполнив центральную только часть, можно выполнить донышко красивой шапочки ажурной и так далее. Здесь все в ваших руках, экспериментируйте. Сам узор очень простой, но в то же время красивый. А мы продолжим. Я завершаю выполнение 9 ряда нашего узора. После столбика без накида я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема. Вот она. И выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению следующего 10-го ряда. 10-й ряд это у меня будут арочки. И я должна перейти к началу выполнения этого ряда. Для этого, смотрите, я буду идти соединительными. И у меня к центральному столбику. Всего у нас 13 столбиков в каждой арочке. Значит, центральный это у нас получается 7-й столбик, от начала счета. Соединительными буду проходить. Одна у меня соединительная уже готова. Далее 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я соединительная петля и последняя 7-я. Обращаю ваше внимание, что соединительные петли или столбики, их еще называют, не должны быть затянутыми, они должны аккуратненько ложиться. И нам остается с вами проверить себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас должно с этой стороны остаться 6 столбиков. Выполнили мы с вами все верно. И мы продолжаем работу. Я выполняю одну воздушную петлю подъема, которая у меня заменяет столбик без накида. И далее арочка из 9 воздушных петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили.
Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. В вершинку 7 столбика я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Все очень просто. И так мы продолжаем. Арочка из 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вершинку 7 столбика я ввожу крючок, столбик без накида. Так я буду выполнять до конца моего кругового ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение 10-го ряда нашего мотива красивого и ажурного. Вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Круговой ряд завершен, и мы можем приступить к выполнению следующего. Следующий у нас 11 ряд. Вяжется также очень просто. Мы выполняем 3 воздушные петелечки подъема, которые у нас заменяют столбик с накидом. Далее 1 воздушная петля арки, накид. Я пропускаю 1 воздушную, в следующую ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Воздушная, накид. Пропускаю, в следующую ввожу крючок, столбик с накидом. Воздушная, накид, пропускаю 1 воздушную, столбик с накидом. Воздушная, накид, пропускаю и столбик с накидом. И еще 1 воздушная, и столбик у нас с накидом, пропустив 1 воздушную, получается вершинку столбика предыдущего ряда. Вот таким образом мы с вами вяжем наши столбики. Давайте я еще провяжу над одной аркой. Вы завершите выполнение ряда самостоятельно. Воздушная, накид, пропускаю 1 воздушную, в следующую ввожу крючок. Воздушная, накид и вводим крючок. И еще раз воздушная и через петелечку вводим крючок. И так, в общем-то, не спеша, достаточно просто мы с вами выполняем наш ряд. Воздушная и наши столбики с накидом мы выполняем до конца нашего ряда. И прежде чем продолжить, мы с вами посмотрим, что у нас получается. Вот такой мотив, достаточно большой, ажурный, нежный, красивый. И, как я уже говорила, на каждом этапе работы вы можете остановиться, и у вас получится нежнейшая, красивая салфеточка. Ну а мы с вами продолжаем. Мы с вами завершаем выполнение 11-го ряда нашего узора, нашего мотива. Я выполнила 1 воздушную, и смотрите, я завершаю выполнение. 1, 2, 3, ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего 12-го ряда. Ряд достаточно простой, единственное, вы должны выполнять его внимательно. Смотрите, я выполняю 3 воздушные петли подъема, далее я вяжу 3 петли арки. 1, 2, 3. Накид на крючок и ввожу крючок в эту же воздушную петлю подъема, откуда начинала работу. Выполняю столбик с накидом. То есть мы с вами вот такие небольшие расширения начнем выполнять. И далее все точно так же, как выполняла раньше. То есть воздушная, накид, ввожу крючок в вершинку столбика предыдущего ряда, столбик с накидом. То есть я выполняю воздушную и столбики с накидом. Вот таким образом. Достаточно просто. Единственное, мы должны с вами распределить наши расширения или прибавления. То есть вот такие вот
галочки, да, то есть то, что мы с вами только что сделали. Их всего должно быть 6. Первую мы с вами сделали, и следующую мы будем делать через 4 арки. 1, 2, 3, 4, и после 4-й арки мы будем выполнять вот здесь. Я сейчас довяжу, выполню самостоятельно и покажу, что у меня получилось. Вы также выполните самостоятельно и потом уже самостоятельно довяжите ряд. И как я и договорилась с вами, смотрите, вот мое расширение. Далее 1, 2, 3, 4 арочки пропущено. И я продолжаю работу, то есть выполнила столбик с накидом, воздушную, далее накидный крючок. И вот видите столбик, который выполнен над столбиком без накида. Я выполняю столбик с накидом, арочка из 3 воздушных и еще один столбик с накидом. Вот таким образом. Далее у меня опять идут воздушная и столбик с накидом, воздушная и столбик с накидом. То есть через 4 арочки мы выполняем с вами то же самое, то есть вот такое расширение. И напомню, всего их должно получиться 6. Завершу выполнение я нашего ряда вместе с вами. И прежде чем мы с вами продолжим, посмотрим, что у нас получается. Вот такой мотив. И повторю, что вы на каждом этапе можете остановиться, то есть выполнить или только серединочку, или до этого ряда, если вы решили выполнить красивую нежную салфеточку. А нам с вами остается выполнить еще один ряд нашего мотива. Мы завершаем выполнение нашего 12-го ряда. После того, как я выполнила воздушную, я ввожу крючок в 3-ю петлю подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению последнего 13-го ряда. Выполнять я начинаю 13-й ряд также с петель подъема. У меня 3 воздушные петелечки подъема. 1, 2, 3. Далее арка из 2 воздушных. 1, 2. Накид на крючок, и в эту же, видите, петлю подъема я ввожу крючок, который у меня была в предыдущем ряду, и столбик с накидом. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Накид. Пропускаю арочку и вершинку столбика ввожу крючок. Выполняю столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные арочки, накид и вершинку столбик с накидом. Вот такое расширение мы продолжаем с вами делать на наших уголках. И далее вяжем все по нашему рисунку, то есть 1 воздушная, и над вершинкой, точнее вершинку над столбиком выполняем столбик с накидом. Воздушная, накид, вершинку, столбик с накидом. Давайте повторим. Вот таким образом. То есть здесь все очень просто. Так мы выполняем до конца нашего ряда. Воздушная и столбик с накидом. Завершу выполнение я нашего ряда вместе с вами. Я завершаю выполнение последнего 13-го ряда нашего мотива. Выполнила воздушную петелечку. И смотрите, ввожу крючок 1, 2 в 3-ю воздушную петлю подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Прежде чем обрезать нить, я немножко хочу остановиться на соединении мотивов. И я покажу вот полный мотив, полностью связанный. Видите, да, такая красота у нас с вами получилась. Нежнейший мотив. Еще раз скажу, что у меня
в уроке приложена схема выполнения этого мотива, если вы читаете по схемкам. Если нет, то шаг за шагом выполняйте мотив между собой. И смотрите, ниточку я не обрезала, хочу показать. Есть несколько способов соединения такого рода мотивов. Но в данном случае я именно и на схемке, мы не стали изображать именно способ соединения, только вот способ соединения арочек. Вы можете по длине отрезать ниточку и просто сшить края ваших мотивов. Это первый способ. Второй способ: столбиками без накида прямо поверху, ну вот как вы соединяете, да, допустим, две стороны, и прямо, скажем так, это я называю грубым соединением, проходите столбиками без накида. Далее, соединительными, то есть это последним рядом вязания, или столбиками без накида, именно вот за счет изменения петелечек воздушных. Я это рассказываю уже для продвинутых рукодельниц, потому что, ну, скажем так, соединять мотивы уже в основном умеют те, кто, ну, хорошо вяжет, достаточно хорошо читает схемки и, конечно же, имеет небольшой опыт или большой. То есть выбирайте сами, какой метод вы выберете, попробуйте, поэкспериментируйте и уже сами выберите, каким методом вы будете собирать эти элементы. Если вы захотите создать большое крупное полотно, допустим, скатерть, покрывало, или использовать такие мотивы, допустим, для создания там маечки или какого-либо изделия. И еще раз смотрим, что у нас получилось. Большое спасибо, что вяжете вместе со мной. Пишите в комментариях, где вы использовали такой мотив. Выполнили ли вы большое полотно или остановились на каком-то этапе. Это изнаночку я показываю. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь, если кто не подписался еще на мой канал. Творческих вам успехов и до новых встреч, мои дорогие. Снято чисто УЭК 63, дубль, последний 24.